Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Гивелев Александр. Я хотел бы рассказать о том, что сегодня произошло 13 марта на площади в Донецке. Я думаю, что я могу и имею все права об этом рассказать, так как присутствовал на большинстве мероприятий, которые происходили как на самом митинге, так и после него. По окончанию митинга, когда нас окружало еще где-то 2 линии кордона милиции, самооборона Донбасса вместе с другими защитными структурами, назовем их так, например, с ультрасами, они сделали свой кордон и предоставили возможность выйти всем мирным гражданам, среди которых были пенсионеры, среди которых были женщины и дети, среди которых были мужчины, но не настроенные на какие-то там защитные воинственные действия. Мы взяли за руки и создали свой кордон и окружили всю эту нашу группу митингующих, которые постепенно уходили. Затем со временем, когда, скажем так, наши оппоненты, если так можно сказать, конечно, наши оппоненты начали прорывать милицейскую границу и приближаться к нам, мы увидели разные картинки, среди которых были арматуры, среди которых был электрошок, среди которых были кирпичи, летящие рядом и в тебя. И это только то, о чем я могу сказать, потому что я лично это видел и лично это испытал. Электрошок был где-то в метре от меня. Был такой незатейливый мужичок, который пытался всех нас перебить током. Ну и так далее. Мы защищались, мы старались, мы отбивались. На газовые атаки было сложнее реагировать всем, потому что легкие переставали работать полноценно. И вся наша группа защитников сбилась в одну кучу рядом с автобусом. Классический пазик, ничего обычного. Я так понимаю, наверное, милицейский автобус, но никаких опознавательных знаков у него не было. И мы начали забегать в этот автобус как одно из мест защиты, потому что у нас оставалось не более 50 воинственно настроенных, и тут уже, наверное, можно с точностью сказать, фашистов, потому что методика была исключительно их, было больше. Милиция старалась их не допускать к нам, хотя иногда у них это не получалось. Когда они уже начали прорываться ближе, когда уже ребята с арматурой, ребята в кавычках, были совсем рядом с нами, мы пытались по максимуму забежать в этот автобус. Он был полностью наполнен. Один из последних заходил я, как раз в этот момент получил половинкой кирпича по голове. Я не знаю, наверное, будет сейчас плохо видно. Вот здесь вот. Но я думаю, швов там не надо никаких ставить. Там покровоточило и бог с ним. Мы двери закрывали в этом автобусе уже вручную. Потому что так автоматически они уже никак бы не могли закрыться. Очень много людей там скрылось наших. И в этот момент полетели кирпичи. Стекла в один момент не разбивались, но трескались, а со второго кирпича они разлетались. Людей было очень много, поэтому кислорода самого по себе было очень мало. И когда наши, опять-таки, оппоненты бросали уже дымовые шашки и газовые баллончики, и дышать было действительно нечем, потому что был угарный и ядовитый газ, от которого уже легкие просто потихоньку заворачивались какие-то окурки. Мы эпизодически открывали люк, но наверху на крыше уже были тупотели и петарды, и ноги чьи-то, поэтому мы его сразу же и закрывали. Рядом со мной, действительно непосредственно рядом со мной, стоял паренек, который просто упал в обморок от нехватки воздуха, я так думаю. Водителей от милиции ни от кого не поступало, поэтому мы просто были замкнуты в какой-то коробке металлической. И когда уже дышать было абсолютно нечем, потому что оставался из свободного воздуха только газ от этих дымовых и газовых баллончиков, мы решили выйти через заднюю дверь. Начали прорываться через нее, оббежали вокруг автобуса, когда милиция сделала такой, тут уже можно сказать, воображаемую границу. Оббежали вокруг нее, скучились в какую-то группу,
какую-то такую ненавязчивую защитную группу, когда защищали сами себя. Атаки поддавались все атакам кирпичей, петард, достаточно мощных, бутылок, зеленки. Ну и это так, по-божески, потому что те, кто прорывались сквозь границы милиции, они били дубинами, ну и дубинами, как вы понимаете, достаточно серьезными. Лица, которые были по ту страницу милицейской границы, они были неуправляемые, это, мягко говоря, они желали не то, что мести или какой-то там политических дебатов, они жаждали расправы, смерти, они жаждали уничтожить тех, кто против них. Ну, это так, мягко говоря, потому что действительно там никакой логики в этом не было. Были возгласы «стать на колени», возгласы со всех сторон «становитесь на колени, фашисты, зачем вы сюда приехали?» И это при том, что все, которые там находились, абсолютно все, были либо жители Донецка, либо жители Донецкой области. Даже из приграничных областей, либо каких-то не было. Ну и там потом уже была достаточно сложная ситуация, когда уже милиция подходила и нас очень просила стать на колени. Кто-то становился в присядке, кто-то оставался стоять. Залезли два паренька на автобусную крышу и обещали там нас облить своими продуктами жизнедеятельности. Какая-то бабушка, достаточно адекватная, как мне кажется, никогда бы не подумал, что в ней настолько много ненависти к оппонентам, вылезла из окна того же самого автобуса, где мы только что угорали газом, снимала нас на видео с георгиевской ленточкой и говорила: ну вот, вы получили наконец-то то, что хотели, уроды. Прошу прощения за дословную цитату. И в момент, когда между автобусами показалось несколько пареньков, которые сняли свои штаны и пытались облить своими продуктами жизнедеятельности наших активистов, милиция делает небольшой коридор, и из него начинают выбегать наши друзья. В этот момент, когда еще даже до этого выбегания, где-то в метрах, наверное, в 1,5 от меня лежал парень, который был достаточно сильно окровавлен. Он уже лежал, он уже был без сознания. Кто-то кричал: парень умер. Обратите на это внимание, но это было уже бесперспективно. Начали все выбегать. Этот коридор быстро закрылся этими нашими оппонентами. И начали всех выхватывать. За шкирки, за вещи. Летели ноги, летели кулаки, летели кирпичи, опять же таки. Летели кирпичи цельные, чтобы вы понимали, это не просто миф там какой-то. Это, если на митинге летели яйца, бутылки и пластиковые бутылки, там, и пакетики с зеленкой, то это еще по-божески. После этого уже началась настоящие боевые действия. И мы начали разбегаться. После перекрытия нашего этого коридора, откуда надо было выбегать, мы начали выталкиваться, в то же время уворачиваясь от ударов наших друзей с той стороны. Вот. Кто-то смог убежать, кто-то не смог убежать. Кто-то отбивался, кто-то падал сразу замертво. Каждый спасался как мог. Вот. Но так или иначе этот митинг закончился. Закончился он, мягко говоря, негативно. Потому что теперь мы четко знаем, что у себя в стране, у себя в городе нельзя ходить безопасно просто за то, что ты веришь в силу своей страны и в силу своего Донбасса. Когда играл гимн донецкого клуба «Шахтер», у которого фанаты далеко за пределами Украины, а в нас после этого даже еще более активно начали лететь яйца. Когда люди, призывающие к миру, к пониманию, к единству страны на митинге, а именно такие
такие лозунги звучали на нашем, назовем его, собрании активистов, а мы слышали в ответ лишь «фашисты, уезжайте отсюда», «бендеровцы». И все это закончилось очень печально. Я знаю о погибших и о жертвах, которые поступили в больницу. Мне очень печально узнать, если те жертвы, о которых я сейчас предварительно узнал, не подтвердятся, потому что я знал этих людей. Это очень воспитанные, умные, гордые, самодостаточные люди, которые молодые, не обращались ко всем на «вы». Они были действительно людьми нового поколения Украины. Они погибли, не дополнили, к моему большому сожалению, эту небесную сотню. Но они стояли до конца. И мы стояли до конца. Но видите, все же есть та сила, с которой еще нам придется побороться. Если меня кто-то слышит из Киева, я хочу, чтобы вы понимали, проблема сейчас не в Крыму, не только в Крыму, даже так, не только в Крыму, но и на Восточной Украине. Потому что свезенные группа орков, как по-другому я не знаю их назвать, этих людей, у которых нет лица, нет глаз, они исключительно настроены на уничтожение своего врага, потому что мы для них враги, достаточно сложно. Я не сомневаюсь, что Донецк будет свободным украинским городом. Но то, что происходит сейчас, с этим надо разобраться.